Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать эту красивейшую кофточку свободного кроя с очень красивым рельефным узором ажурным. И отличительной особенностью это широкая горловина в стиле кармен. Вы видите, да? Кофточка просто идеально подходит под летний период времени, с маечкой, видите, со светлыми бриджами. Она просто идеально сочетается. Красивая, элегантная кофточка, которая подойдет на разные размеры. Абсолютно мы будем сегодня с вами рассматривать, составлять описание для размеров российских 42, 44, 46. И второй размер будет объединять 48, 50, 52. Вот такое будет у нас сегодня распределение размеров. Мы сегодня с вами выбор пряжи у нас будет, спиц. Затем мы свяжем с вами образец узора по схеме. Вот. И после того, как сделаем влажную тепловую обработку образца, мы измеряем с вами плотность, посчитаем связанного полотна. И на основе этих цифр будем составлять описание на выше озвученные размеры. Девочки, всем, кому интересна эта модель, я прошу остаться со мной на канале и погрузиться в интересный, увлекательный мир вязания. Итак, у нас сегодня видеопроект. И первое, что мы делаем, это выбор пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этого красивого летнего джемпера я предлагаю использовать пряжу Ettrafil по Muklu Baby. По итальянской лицензии выполненная эта пряжа. У нас цвет очень красивый, персиковый. Давайте я вам скажу, 72046. Эта пряжа полухлопковая, 100 грамм 260 метров, 55%. У нас хлопок 45 акрил. Мы будем использовать с вами спицы номер 3,5. Вот таким образом выглядит наш с вами ажурный узор. Нежный, легкий, очень эффектный, просто волшебное загляденье, девочки. Я давно не восхищалась так реально узором. Да? Это действительно вяжется легко, но эффект, вы посмотрите, какой эффект. Просто какое-то кружево, да? Просто какое-то прекраснейшее кружево, при этом вяжется совсем элементарно. У нас используется платочная вязка здесь. В качестве альтернативной пряжи я могла бы вам порекомендовать пряжу Yarn Art Baby Cotton. У нас 50 грамм 160 метров. Чтобы попасть в плотность, вы попадете, поскольку толщина этих двух ниточек схожая. Далее у нас еще как альтернатива, очень у меня большой выбор. Предлагаю вам пряжу Alize Cotton Baby, тоже очень софт, очень качественная, хорошая пряжа. Ее очень красивые расцветки такие, вы видите, да, нежнейшие. Тоже полухлопок в 50 грамм, 50% хлопок, 50 акрил, и в 100 грамм 270 метров. Очень красивые цвета, вы видите, да, нежнейшие такие, характерные для детских таких. Так, и дешевые тоже, относительно дешевые, кому как, Alize Cotton Gold, тоже попадете в плотность, если будете тем же спицами вязать, да, и тоже цвета очень насыщенные, красивые, 100 грамм 330 метров, то есть она у нас будет поэкономнее, чем вот эти первые две, которые я вам предложила. Так, в общем, эти пряжи все являются активным заменителем пряжи Ettrafil, но я вам все-таки порекомендовала этот красивый персиковый цвет.
Вот. Есть еще Yarn Art Jeans пряжа. Я ее сейчас не взяла, не захватила с собой, но тоже я ее активно всегда рекламирую, девочки. Это реклама не ради того, чтобы заработать деньги. Это моя личная, так скажем, инициатива. Просто я хочу вам посоветовать то, что чем сама пользовалась и что мне всегда красиво смотрелось в вязании. То, что я сама на практике освоила. Ну, я еще раз на узор показываю. Я думаю, что ценители вязания по достоинству оценят красоту этого прекрасного узора. Он вяжется совсем легко, но какой эффект! Итак, давайте посмотрим схему нашего узорчика. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. 20 петель ширина, 14 рядов, высота раппорта перед вами. Условное обозначение. Крестик – это петля платочной вязки. Вяжется и в лицевом, и в изнаночном ряду лицевой петлей. Затем вот эти галочки с цифрой 2 – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. С цифрой 3 внутри – это 2 вместе лицевой с наклоном, это 3 вместе лицевой с наклоном тоже вправо. Вот эти стрелочки вниз обозначают 2 вместе лицевой с наклоном влево, а стрелочка вверх обозначает 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее, вертикальная черточка – это лицевая петля, и подкова – это накид. Вот такие условные обозначения. Давайте посмотрим выкройку. Вот таким образом выглядит у нас с вами выкройка, девочки. Здесь не все размеры, здесь не стоит вот эта ширина полотна у нас по спинке переду, и плечо не стоит. Об этом я расскажу в расчетной части. А так размеры соответствуют длине, и, в общем-то, все размеры – это родные размеры данной модели. Как вы поняли, что это у нас с вами из иностранного журнала модель, и, в общем-то, там были вот эти все готовые уже мерки. Кроме ширины, которую я сделала немножко другой, исходя из нашей плотности. Но это ни на что не влияет. Так, и у нас есть описание вязания. Я составила вот такое описание, девочки, с учетом нашей плотности. Здесь есть наши размеры, я уже их озвучивала, и каждую петлю я обосновываю. Все, что вы здесь увидите, под видео будет выложено. Внимательно читайте. Очень простое описание, ведь совсем несколько предложений. В принципе, здесь все очень просто. В расчетной части я обосновываю все эти цифры, откуда они здесь взялись в этом описании. А сейчас, девочки, приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 43 петли. У меня 2 раппорта здесь, девочки, сейчас. Вы можете связать один раппорт для того, чтобы потренироваться и плотность рассчитать. Раппорт у нас 20 петель, плюс 1 петля для симметрии, крайне левая добавляется, плюс 2 кромочные. Начинаем вязать с вами первый ряд. И смотрите, раппорт узора построен таким образом, что первые 6 рядов – это платочная вязка. То есть мы вяжем первую кромочную и далее все петли лицевые. В изнаночном ряду петли тоже будут все лицевые. Вяжем таким образом 6 рядов. Встречаемся с вами в 7 ряду. У нас начнется формироваться вот этот красивый ажурный листик. Вяжем с вами 7 ряд нашего узора. Я связала 6 рядов платочной вязкой. Так, и значит, начинаем мы с 7 петель платочной вязки, то есть 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. А затем 6 лицевых. Это платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали первый раппорт. Второй раппорт также вяжется 7 лицевых. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем с вами накид, 3 лицевые, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это платочная вязка, 6 лицевых. У нас осталась 1 лицевая для симметрии, тоже платочная вязка, и кромочную я вяжу изнаночной петлей. Переворачиваем и смотрите, 8 ряд. В платочную вязку мы вяжем лицевыми петлями, то есть смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лицевых — это платочная вязка, а все, что у нас идет связано с ажуром, мы вяжем изнаночными петлями, в том числе и накиды. Связали. Изнаночных получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее у нас с вами снова идет 7 лицевых. Платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали раппорт узора. То же самое вы проделываете со вторым раппортом. Вяжем 9 ряд узора следующим образом. Кромочная, 5 лицевых платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5. Затем идут 3 вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Я для этого меняю петельки местами. Первые 2 у меня за работой, 3 поверх них. Но поскольку я вяжу бабушкины петли. И все 3 вяжу 1 лицевой. Дальше у нас идет лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И 3 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. И далее у нас идут 4 петли платочной вязки. 1, 2, 3, 4. Мы связали раппорт узора. Второй раппорт такой же. 5 лицевых платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. В общем, девочки, то же самое повторяйте. Я не буду загружать видео. Второй раппорт. Так, у нас с вами 11 ряд раппорта вяжем. Кромочная, затем вяжем 3 лицевые платочные вязки. Следующие 3 петли, значит, будем с вами вязать 3 вместе лицевой. Первые 2 у меня за работой, 3 поверх, и я все 3 вяжу 1 лицевой. Затем вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 лицевые, накид, лицевая, накид и 2 лицевые. И 3 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше у нас идут с вами платочная вязка, 2 лицевые. Все, раппорт связан. Второй раппорт такой же у нас вяжется. Мы вяжем опять 3 петли лицевые, это платочная вязка, 3 вместе 1 лицевой с наклоном вправо вяжем. Затем у нас идут с вами 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Второй раппорт связан. Для симметрии 1 петля у нас идет платочной вязки лицевой и кромочная изнаночная. В 12 ряду не забывайте про платочную вязку. Итак, вяжем с вами 13 ряд следующим образом. Кромочная и 1 петля у нас платочная вязка. Следующие 3 петли провязываем 1 лицевой с наклоном вправо. Дальше идут 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5.
накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 3 вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Все, раппорт связан. Второй раппорт вяжем. Одна у нас петля платочной вязкой, вяжется лицевая, затем идут 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид, снова 3 лицевые и 3 вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Связали второй раппорт, и одна у нас для симметрии лицевая, это платочная вязка, кромочная, тоже изнаночная. Так, 14 ряд вяжем, как смотрят петли, вернее, вяжем петли, располагая по узору, про платочную вязку не забываем. И у нас с первого ряда начинается повтор узорчика. Так, сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и посчитать плотность вязания. Итак, влажная тепловая обработка горячим паром. Во влажном состоянии наш образец надо тянуть. Тянем его по вертикали и по горизонтали. Оставляем его сохнуть. Итак, наш образец с вами высох, девочки. Сейчас самое время измерить и сделать расчет плотности. Мы укладываем наш образец на ровную поверхность, берем простую линеечку и измеряем вначале ширину образца. У меня ровно 20 сантиметров ширина. Мы набирали 43 петли, поэтому я 43 разделю на 20 и получим 2,15. Это плотность у нас по вертикали. Я пишу, что в 1 сантиметре 2,15 петель. Следующее. Мы измеряем высоту образца. У нас немножко волнистый край, поэтому смотрим. Значит, 18 сантиметров у меня в одном месте и 18,5 в другом. Ну, давайте возьмем 18,5 и посчитаем, сколько рядов в образце. Поскольку у меня связаны 3 раппорта подряд по 14 рядов, 14 я умножу на 3, 42 ряда, будем делить с вами на измеренное расстояние. Да? Мы решили взять 18,5. Итак, это будет 2, ну тут можно сказать 25 сотых. Да? Давайте запишем, что у нас плотность по вертикали в 1 сантиметре 2,25 ряда. С этими цифрами мы сейчас будем с вами делать расчеты по выкройке. Сегодня составлять описание я буду вот по этой родной выкройке этой модели. И, в общем-то, девочки, начинаем мы с вами рассматривать размеры 42, 44, 46, ширина спинки переда 57 сантиметров. И в петельном эквиваленте 57 я умножила на нашу плотность 2,15 и получила 123 петли. Для второго размера 48, 50, 52, то есть объединяем мы эти размеры, 66 сантиметров, и это также я считала 143 петли. Начинаем мы с одного изнаночного ряда и затем переходим сразу на наш ажурный узор. Располагаем раппорты, то есть 20 петель наш раппорт. Мы располагаем их вот так последовательно друг за другом, 6 раппортов. В конце, как вязали в образце, 1 петля для симметрии, она у нас тоже платочной вязкой, ну и, соответственно, 2 кромочные. В сумме 123 петли дается это все. Затем
Значит, для второго размера, девочки, расположение узоров будет точно такое же, только не 6, а 7 раппортов по 20 петель. Также одна петля для симметрии, также 2 кромочные. В сумме это даст 123 петли, 7 раппортов. Так, ну, в общем-то, все размеры на выкройке стоят родные. Моя задача была по выкройке рассчитать, сколько на вырез горловины придется петелек. У меня получилось на все размеры 57 петель. И все, что осталось, это петли плеч 33-43. Считала также. Вот у нас стоит с вами мерочка, да, 13,5 сантиметров. Это половинчатый размер. Мы 13,5 с вами умножаем на 2 и умножаем на плотность по горизонтали 2,15. Получается вот 58 петель. Но у нас с вами в наборе участвует нечетное количество, нечетное 123. Поэтому мы берем 57 петель, и все, что осталось, это петли плеч. Как видите, здесь на выкройке размерчики у нас стоят высота нашей проймы 18 и 21 сантиметр, да? Вот здесь стоит высота выреза горловины 3,2. Тут вот у нас полоса меняется на платочную вязку. Описание вязания будет выложено под видео для вашего удобства. Там все подробнейшим образом описано. Теперь самое сложное, значит, здесь это вязать вот этот скос. И я вам сейчас расскажу, как его посчитать. Смотрите, мои дорогие, значит, у меня на рукав набираем на первый размер 73 петли, на второй 85 петель. Вяжется рукав только платочной вязкой. Такой широкий получается. Считала я также, вот у нас с вами мерки стоят 17, 20, то есть эти мерки умножить на 2 надо было и умножить на плотность по горизонтали 2,15. И получилось 73 петли на первую группу размеров и 85 петель на вторую группу размеров. Вот, их надо было по скосу на высоту 10 рядов. Перевела с помощью вертикальной плотности. Вот стоит мерка 5 сантиметров, высота скоса. Перевела с помощью вертикальной плотности 5. Я умножил на нашу вертикальную плотность 2,25 ряда. Получилось, ну, 10 рядов, скажем так. И на 10 рядов нам надо эти петли закрыть, равномерно закрыть, да? То есть мы делим пополам, то есть у нас будет справа и слева одновременно закрытие идти петель. Вот, и, значит, соответственно, 73 мы делим на 2, получается, давайте 73 разделим на 2, 73 мы разделим на 2, будет 36,5, но одну петлю мы убираем, то есть 36 петель нам надо с вами на 10 рядах равномерно закрыть. Давайте сделаем так, 36 петель, чтобы закрыть их, давайте от 6 петель их в самом начале закроем, да, и останется у нас 30 петель. 30 петель в каждом втором ряду 5 раз надо закрыть. То есть мы делим простое арифметическое действие, то есть мы будем 5 раз по 6 петель закрывать. Получится 30 петель закроем, да. Ну вот такой логикой я считала. Вот вы почитайте это описание под видео, как закрыть петли. В принципе, там нет ничего сложного, да. Ну и вот и такая простейшая модель, очень свободная, она похожа, да, такой, на кимоно такое, да, в стиле кимоно, очень красивая и женственная. Я желаю вам, девочки, удачно связать эту красивую модель. До новых встреч!